Кораблекрушение подводной лодки «Курск». Атомная подводная лодка К-141 «Курск» – российский ракетоносный крейсер проекта 949 «Антей». Заложен на Севмаше в 1990 году. Спущена на воду в мае 1994 года. Потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По количеству погибших это крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота. С августа по октябрь 1999 года лодка участвовала в автономном походе в Атлантический океан и Средиземное море, перед этим выполнив на отлично ракетные стрельбы. 25 июля 1999 года экипаж Курска принимал участие в военно-морском параде, посвященном Дню военно-морского флота в Североморске. 10 августа 2000 года, согласно плану учений Северного флота, Курск вышел в море для выполнения учебно-боевого задания недалеко от Кольского залива. Необходимо было произвести пуск крылатой ракеты и учебную торпедную стрельбу по отряду боевых кораблей АБК. На борту лодки были 24 крылатые ракеты по 700 «Гранит» и 24 торпеды. Командовал кораблем капитан первого ранга Геннадий Лячин. Утром 12 августа крейсер условно атаковал крылатой ракетой «Гранит» эскадру во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» и флагманом флота атомным крейсером «Петр Великий». Курск должен был в 9 часов 40 минут начать подготовку, а с 11 часов 40 минут до 13 часов 40 минут осуществить учебную атаку авианесущей группы кораблей. Последние записи на подводной лодке «Курск» были обнаружены в журналах и отмечены в 11 часов 15 минут. В 11 часов 28 минут гидроакустик на крейсере «Петр Великий» зафиксировал хлопок, после чего корабль ощутимо тряхнуло. Командир «Петра Великого», капитан первого ранга Владимир Касатонов, выслушав доклад о хлопке, не придал ему значения. Командующий Северным флотом Вячеслав Попов, также находившийся на крейсере, поинтересовался, что произошло. Ему ответили: включилась антенна радиолокационной станции. Наблюдатели в назначенное время торпедных атак не обнаружили. На командном пункте надводников всплытия атомохода «Курск» не видели. Доклада на УКВ по результатам выполнения учебно-боевого упражнения не получали. В 14 часов 50 минут корабли и вертолеты из состава АБК по приказанию КП флота осмотрели район возможного нахождения и всплытия атомной подводной лодки «Курск». Курск не вышел на связь в установленное время – 17 часов 30 минут. О крушении Курска военному руководству стало известно вечером, когда в 23 часа ровно командир подлодки повторно не вышел на связь. В 23 часа 30 минут атомная подводная лодка «Курск» в соответствии с требованиями нормативных документов была объявлена аварийной. Утром следующего дня, 13 августа, на поиски пропавшей подлодки отправилась группа кораблей во главе с Вячеславом Поповым. В 4 часа 51 минута Курск был обнаружен гидроакустической аппаратурой крейсера «Петр Великий», лежащим на грунте на глубине 108 метров. Внешний осмотр с помощью специальных средств показал сильные разрушения прочного и легкого корпусов в носовой части лодки, включающие в себя сквозную пробоину верхней части прочного корпуса нескольких квадратных метров площадью. Характер повреждений однозначно указывал на их происхождение от внутреннего взрыва боезапаса, возможно, частичного, в первом отсеке. Согласно предоставленным НАТО выводам анализа гидроакустических сигналов, зафиксированных норвежской станцией Арсес, имели место два подводных взрыва с интервалом 2 минуты 14 секунд. Причем мощность второго, 5 тонн на глубине 100 метров, была в 50 раз сильнее первого.
Было установлено, что выдвижные антенные мачты и перископ атомной подводной лодки в момент катастрофы были подняты. Следовательно, в момент первого взрыва лодка двигалась на глубине около 30 метров. Второй взрыв произошел в условиях контакта лодки с дном примерно в 70 метрах от места первого взрыва. Иностранной помощи было отказано. Во второй половине дня после взрыва, прежде чем Кремль был проинформирован о потоплении подводной лодки, советнику США по национальной безопасности Сэнди Бергер и министру обороны Уильяму Коэну сообщили, что Курск затонул. После официального информирования британское правительство вместе с Францией, Германией, Израилем, Италией и Норвегией предложило помощь, а Соединенные Штаты предложили использовать одну из двух своих глубоководных спасательных машин. Но правительство России отказался от любой иностранной помощи. Министр обороны Игорь Сергеев сообщил американскому посольству, что спасательные работы идут полным ходом. ВМФ России заявили журналистам, что спасение неизбежно. Все 118 моряков и офицеров на борту Курска погибли. Российское адмиралтейство изначально сообщило общественности, что большинство членов экипажа погибло в течение нескольких минут после взрыва. Но 21 августа норвежские и российские водолазы обнаружили 24 тела в 9-м отсеке, турбинном зале на корме лодки. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников написал записку с именами 23 матросов, живших в отделении после того, как корабль затонул. Спасательные работы велись силами Северного флота и проходили в период с 13 по 24 августа, но оказались безуспешными. Применялись подводные аппараты, автономные станции. Пресс-служба главного штаба ВМФ объясняла неудачи сильным подводным течением, низкой прозрачностью воды, волнением моря и большим креном Курска примерно 60 градусов. Однако капитан третьего ранга Андрей Шолохов, трижды погружавшийся на глубоководном аппарате «Приз», утверждал, что скорость подводного течения не более 0,7 узла, видимость допустима для спасательных работ и никакого крена нет. Только 20 августа к работам допустили норвежское судно Sea Eagle, водолазы которого смогли вскрыть кормовой аварийно-спасательный люк АПЛ на следующий день. В операции по подъему тел подводников и секретных документов затонувшего атомохода «Курск» участвовали 6 российских и 6 норвежских водолазов. Норвежские водолазы сделали технологические вырезы в легком и прочном корпусах в районе 8, 3 и 4 отсеков. Затем внутри Курска для подъема тел погибших и секретных документов работали российские водолазы, прошедшие подготовку в составе 328-го экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ. Реакция властей. 12 августа 2000 года, в день, когда затонул Курск, Путин уехал в отпуск в Сочи. О катастрофе президенту сообщили на следующий день, а общественности только 14 августа. Путин не прервал свой отпуск до 18 августа. Только 22 августа власти официально признали гибель моряков Курска. Но, по словам главы правительственной комиссии по расследованию причин аварии, вице-премьера Ильи Клебанова, власти еще 14 августа знали, что весь экипаж подводной лодки погиб. 22 августа Путин подписал указ о трауре в связи с трагедией в Баренцевом море. В тот же день он приехал в Мурманскую область и встретился в поселке Ведяево с родственниками моряков подлодки «Курск», многие из которых все еще надеялись, что кого-то удастся спасти. Лишь во время этой беседы Путин впервые сообщил, что в лодке была очень большая пробоина, но и это было сказано не для публики. Взрыв учебной торпеды. Официальный отчет, подготовленный в 2002 году генеральным прокурором Устиновым. В 11 часов 28 минут 26 секунд по московскому времени произошел взрыв торпеды 65-76А «Кит» в торпедном аппарате номер 4. Причиной взрыва стала утечка компонентов топлива торпеды, пероксид водорода.
Через 2 минуты пожар, возникший после первого взрыва, повлек за собой детонацию торпед, находившихся в первом отсеке лодки. Второй взрыв привел к разрушениям нескольких отсеков подводной лодки. Торпеды указанного типа на момент катастрофы считались небезопасными. По словам председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игоря Курдина, взорвавшаяся торпеда была изготовлена в составе серии из 10 единиц, которую признали бракованной, текли сварные швы резервуаров и отозвали на завод для устранения недостатков. Однако в предписании говорилось отозвать боевые торпеды, тогда как одна из них числилась учебной и поэтому не была возвращена на завод. Позже она была подана на Курск. В результате операции по подъему подводной атомной лодки «Курск» были найдены и захоронены 115 тел погибших моряков-подводников. 3 тела найти так и не удалось. Со дна Баренцева моря были эвакуированы потенциально опасный боезапас лодки и 2 ядерных реактора. 8 октября 2002 года, в годовщину окончания работ по подъему атомной подводной лодки «Курск», в особняке Боси на 4 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге была открыта интерактивная выставка, посвященная трагедии Курска. В память о подводной лодке были установлены памятники и в других городах.